Я предлагаю каждое мое видео начинать с того, как я лежу. Вчера я рано проснулся, все дела переделал, которые можно. Подумал, что пора бы убраться. Я разобрал просто миллион тетрадей, листков, все выбросил. Что-то нужно будет сдать, ну, грубо говоря, на переработку. Ну, не в этом суть, но занялся таким полезным делом. И мне теперь чисто, красиво, мне так нравится. И на сегодня у меня назначена встреча, прогулка, гулянка, кино. И вот перед такими днями я всегда так волнуюсь почему-то, переживаю, спать нормально не могу. Я увижу людей, которых я вижу прям катастрофически редко, которые мне близки. Конечно, когда я думаю об этом более-менее подробно, я думаю, что как-то, блин, они мне вот близки, но можно как бы и почаще меня куда-нибудь звать. Но с другой стороны, тут это работает в обе стороны. Почему я тогда не звал? Но в этой жизни мне надоело то, что я постоянно делаю все. Я. В общении с человеком все всегда от меня, инициатива всегда моя. И мне так это надоело, что я решил просто никому ничего не писать без особой надобности. Если нужно, напишут мне. Если что-то срочное, конечно, да, но я просто понимаю, что иначе выхода нет. Поэтому пользуюсь такими вот путями. Возможно, кажется, что я неудобно лежу. Не знаю, у меня все затекло. Мне уже без разницы, как лежать, если честно. За это время я пытался снимать снова. Я пребывал в настолько отвратительном состоянии, что я даже говорить об этом не мог. Это было ужасно. Во-первых, зимой я всегда себя чувствую хуже, чем в остальное время. Тут еще совпадение определенных обстоятельств, учеба, отношения с людьми и отношения в семье. Все это очень резко так на меня навалилось, и я совсем не знал, что с этим делать. Наступила весна, дышится как-то попроще, полегче, такие основные проблемы разрулены. В жизни человек каждый день делает как минимум несколько вещей, которые ему не нравятся, которые ему нужно делать. И от этого чувства не получится просто взять и отказаться. Я ненавижу, когда мной управляют, когда я чувствую, что надо мной держит какой-то контроль, и, соответственно, очень тяжело с этим жить. Когда мне говорят и указывают, что делать, я себя чувствую собакой какой-то, не знаю, животным, и от этого мне еще и животных жалко, типа, почему животными все управляют? Ну, это животное какое-то, которое живет по расписанию. Хотя я не знаю, откуда именно такая аналогия, потому что животные, по сути, они очень вольные существа, то есть они все равно делают то, что они хотят. Но конкретно дома, представьте, что вот вы кот или собака, вы гуляете, значит, где-то вас находят, вас гладят, вас забирают к себе. И вы вместо привычного вашего места находитесь непонятно у кого дома, вот, вас кормят, поят, и вы как бы себя хорошо чувствуете. Вот со мной, по сути, примерно плюс-минус такая же ситуация, но меня не подбирали на улице. Ладно, забудьте все, что я говорил. Вообще не важно. Я не умею проводить нормальные аналогии. I've got a song that nobody knows. I put it on when nobody's home. It sounds like high school front gate, smoke in my face. It sounds like different highways, but it's too great. It sounds like loving you is easy, but they boosted the pace. It sounds like I could touch yellow Pikachu case. FL Studio freak down the in such a straight. Hidden underneath my pillow, 'cause I should be safe. I'm keeping it a secret. Можно с Егором фотку? Можно, пожалуйста, с Егором фотку? Семейную, пожалуйста, ну, пожалуйста, Егор. Ну, мы с брат и сестра. Очень красивые. Спасибо. Он ест 2 часа уже, кстати. Как бы не было. Это все его, кстати.
Сейчас мне очень нравятся мои волосы. Прям очень. Друзья, когда я утром не знаю, чем мне позавтракать, вот это меня просто спасает. Вчера был самый... Класс. С кем не бывает, правильно? Я уже несколько дней хочу встретить закат, пойти, но я разучился вытаскивать себя на улицу без особой надобности, когда я один. Один я могу сходить на пункт выдачи, один я могу сходить в магазин, если это нужно. На этом все. А что прям погулять? Я не нахожу для себя смысла в этом какого-то. Влажу. Я сделал несколько кадров, и она перестала... Кнопочка тут перестала гореть. А сверху всего написано, что один. Типа я один кадр сфотографировал. Это ж не так совсем. Любишь весну, люби и штаны мыть. Предлагаю признать глажку футболок пыткой. Господи, помоги. Пораньше, чтобы никуда не бежать, никуда не торопиться. Но, смотря на погоду, торопиться и не получится. Хотя бы еще чуть-чуть подморожено, и в целом как бы более-менее, но скользковато, если так идти. А если так, то грязновато. Ну, меня это не останавливает. Говорится, кто рано просыпается, тот и лед должен лопать, но я не буду, потому что сейчас упаду. Против кухни висит кормушка, и можно иногда понаблюдать за разными птичками, это очень интересно. Вот вчера прилетал дрозд. Они у нас бывают максимально редко. Дрозд краснокнижник, такой очень редкий. Заснять не успел, они шустрые.
Я на учебе. Как хорошо камеру поставил, замечательно. Я доехал. Все. Ой, здравствуйте. Я захочу пятый. Проектирован. Мед. Просто мед по моим ушам. Я Я забыл. вчера Как так? выступала. И как оно? 30 место. Нет, нет, Ты себя недооцениваешь. нет. Мы командой выступили очень плохо. Ну, третье место, это не четвертое. Просто я так смотрел, и мне нравится теперь заправлять футболки. Потому что, видно, ремень, это, ну, не знаю. Я всегда умею заправлять. Мне прям нравится. Мне прям нравится. Но я с утра смотрел, и ни у кого не нашел в Пинтересте. Думаю, ну ладно, у меня будет свой собственный стиль. А вы не пойдете до магазина на перемену? А что, если вдруг пойдем? Я хотел бы вас попросить купить и попить. А я тоже хочу себе попить. А что тебе купить? Не... Ти вот это? Ну, не, Олег, раз китайский. Вот это китайский? Да. Ты сразу с просьбой начинаешь, поздороваться. Махай. Ты что, купите? Да. Ого, А, ничего себе. Ого, класс. Вообще спортсмен. чё? тебе. Ты сам с собой уже? Нет. Птички все-таки поют. Хорошо. Сходили в магазин. Точка. Мяу. Мяу. Люблю смотреть фильмы про 80-е, 90-е, про Россию 90-х. Не знаю, как-то смотрю, потом в настоящее возвращаюсь и как-то думаю, ну, как бы в целом, если так-то посмотреть, у меня все хорошо. Такие фильмы позволяют обесценить те проблемы, которые окружают нас сейчас, как-то под другим углом, что ли, посмотреть на них. Прям сразу спокойнее становится. Ну и в целом мне почему-то нравится в эту атмосферу погружаться. Я бы там не выжил 100%, но как это все классно снимают, и музыка, это меня чем-то как-то формирует чуть-чуть. Поднял лук вот такой. Вот так я выгляжу. Руки трясутся. Ну, утро. Что с него взять? Как хорошо дома. Просто вообще. Так хорошо. Паста для волос. Это подставка для наушников. Она вот так вот к полке, я думаю, какой-нибудь ее можно приделать и повесить наушники. Потому что они у меня валяются где-то вон там. Я думал насчет того, чтобы их продать, но я ими изредка, но все-таки пользуюсь. Они мне душу греют, что они у меня есть. Одни проводные, которыми я очень часто пользуюсь, когда монтирую или играю музыку, свожу. Ну и кондиционер. Я хочу хотя бы попробовать. И шампунь укрепляющий. По 100 миллилитров, чисто попробовать. Не знаю, сфокусируется, нет. Сфокусируется. Нормально. Опа. И замечательно все. Is playing up, cause they want gun talk, or I don't weigh enough. Baggy clothes, Reeboks to Adidas. Can I add that he do spaz out at his shows? So say Say it's enough. If it's enough, say yes. If it's enough, say what? I think I'm gonna die in this.
срочно нужно узнать, кто снимался в «Грозовом перевале». Потому что лицо одно есть знакомое, мне кажется, который Купер, вот этот вот, который снимался в «Переходном возрасте». Да, это он. Это он. Мне сейчас очень страшно, я не могу и вот пары слов просто связать, но я постараюсь объяснить. Я не буду включать музыку, она очень атмосфера, как мне кажется, добавляет. Я наконец-таки нашел итоги фестиваля, в котором я участвовал около 2-3, может быть, недель назад. Я участвовал в фестивале, посвященному искусственному интеллекту. Мне эта тема не очень нравится, потому что люди в большинстве случаев очень сильно с искусственным интеллектом переусердствуют. А я им пользуюсь только в учебных каких-то целях. Я люблю Google, люблю Википедию, люблю все настоящее, человеческое. Но вот тут выдалась возможность поучаствовать, как бы почему бы и нет, если я владею всеми этими инструментами, и плюсик хоть какой-нибудь где-нибудь будет. И там, помимо того, что нужно отправить проект и отправить этот логотип, его также нужно еще защитить. Это для меня самый главный страх, потому что там нужно было созваниваться, что-то рассказывать. Мне задавали просто кучу дополнительных вопросов. Было очень страшно. Я максимально не хотел. Потому что вообще мы участвуем от команды. Я думал, что вот я отвечу за техническую часть, а мой напарница вернее, ответит за вот само выступление. Но так получилось, что все пришлось делать мне. И мне сейчас очень интересно. На самом сайте не было итогов, но в группе во ВКонтакте я их нашел. И сейчас я узнаю. Конкурс. Первое место. Итак, вкратце по обновлениям. Зеркало. Я очень сильно его сюда хотел. Оно такое очень простенькое. Я пока не знаю, как его украсить, как его закастомить. Как состояние будет, я прям подумаю. У меня не работает нормально Pinterest, он не скачивает картинки, мне не нравится. И мне говорят: Егор, делай скриншоты. Ну, блин. Самый доступный вариант – это украсить игральными картами. Это будет стилево. Но к самой комнате, к моему вайбу это не подходит. Это красиво, но это не подходит, это не мое. И также я купил напольную вешалку. Теперь у меня вещи висят прямо надо мной. И это очень, как мне кажется, эстетично выглядит. И мне это очень нравится. Правда, я очень давно об этом мечтал. Конечно, очень странно это выглядит, учитывая то, что прямо напротив гардероб с вещами. Я исполняю еще одну свою мечту. Такой гештальт закрываю, можно сказать. Я обклею свою комнату плакатами.